Друзья, доброе утро! Мы сегодня выезжаем из побережного Вьетнама. Вот он. И, как бы попрощаемся с океаном, поедем сейчас на пляж. Тут пляж называется «Местные Мальдивы». Я думаю, что потому что количество русских тут, конечно, превышает любые Мальдивы. Остановились мы перекусить стритфуд. Хочу показать их отношение к Компартии. Это везде так. И вот напротив помещения какое-то политбюро ихнее. И обычно единственное чистое помещение, которое есть, это либо политбюро, либо школа, либо ихний темпл. Вот так подают завтраки. Все, само собой, раскаленное, горячее. Эти булочки у них везде. Это французские багетики маленькие, очень вкусные. Ну и, само собой, что-то поперчить, что-то посолить. Приятного аппетита. Ценник. Да, ну ценники да, тяжело вам объяснить. 200 тысяч это $10. То есть 30 это $1,5. Есть сейчас и $1,5. И часто они начинаются просто потому, что люди тут разбиваются. И вот пошло кладбище. Ну, это, само собой, такие дорогие варианты, можно сказать. Иногда просто стоит палка, а на палку шлем. И все. Из наших новостей. А мы не доехали до этих Мальдив, потому что там одни коммерческие разводы. И, само собой, такой контент на своем канале я терпеть не буду. Решили поехать в более святые места. Поехали в Падагу, в ближайший монастырь. Друзья, посмотрите, наверху стоит какой-то старый памятник. Даже не памятник, а остатки какой-то крепости или Падаги. Кругом рисовые поля. Очень типичный такой сейчас вид Вьетнама. Слово решили остановиться, посмотреть, как растет местный рис. Да, так и да, просто в болоте, в воде. Вот эти зернышки. Вот так растет рис. Успел. Не успел. Да, тут интересная дорога. И обгоняется все через встречку. Ну, поэтому немножко опасненько. Так, это... Фуре на таран идти не буду, ладно. Кстати, температура сильно подупала, так как мы сейчас в горах. Алтитюд очень сказывается, и чувствуешь это. Ух ты, мама дорогая. Ну, сейчас надо направо посмотреть, чтобы не въебать. Извиняюсь. Ну, красиво, конечно. Вау. Подъезжаем в храм. Тут уже хулиганскими просеками. А храм, по-моему, закрыт, получается. Ну, все равно найдем подход, что это такое. Нельзя храмы закрывать. Вот и все. Ну, мы, как всегда, на нелегале куда-то заехали. Может быть, конечно, легал, но мы этого не знаем. И хотим вам показать этот красивый храм. Никого тут нету, естественно, потому что это совсем даже не туристическое место. Давайте вместе с вами пройдемся, посмотрим. Только что прилетела какая-то птица, я даже не знаю, что это такое. Ну да, вот я хотел вам показать тоже очень такая красивая статуя. Ну, в этот раз она в лежачем состоянии. Драконы тут везде.
Мои любимые дракончики. Идем дальше. Ну вот сейчас мы подходим к самой главной достопримечательности. У всех пагодах, у всех храмов есть очень большие памятники. Вот здесь тоже не исключение. Сейчас я вам покажу эту красоту. Но пока это просто в зуме. Сейчас я подойду поближе, и вы увидите размер этой статуи. На лице ужасные и добрые внутри. Я считаю, что нам очень-очень повезло, что мы зашли сюда не в час пик, мы зашли сюда не во время церемоний каких-то, мы не пошли в какую-то коммерческую пагоду, где все туристы, а мы тут просто одни. И мы на горе, чтобы сюда дойти, нужно было не просто доехать, ну вы увидите. Вот очередной алтарь. Друзья, мы немножко приподнялись и сверху хотим показать, как выглядят их участки, дома, жилища. Но тут очень чистенько, и это приятно, так как это все-таки что-то религиозное, связанное либо с компартией, либо с религией, будет почище. Всем привет, я в дороге, или можно сказать, я на полосе аэродрома. Это тут одно и то же. Друзья, а эта дорога превращается в аэродром. Такое последний раз я видел в Northwest территориях, так как аэродром не построишь в горах. Если есть дорога прямая достаточно, то она превращается в аэродром. Так, друзья, ну мы попали на местную свадьбу. Потом все в деталях расскажу. В краткости, ехали, горы, поля, все красиво. Остановились и попали на какую-то свадьбу. То, что вы слышите, музыка сзади, это гуляют местные. Сейчас взяли кофейку, а потом посмотрим, что там происходит. Может быть, даже крашнем, зайдем. Такое место. Как нам понять, где мы находимся? Все нарядно одеты, в туфлях. Тут такое редко. Это точно что-то такое важное. Только что решил крашнуть их партию. Да, они сразу хотят наливать и пить, но просили не снимать, потому что как бы там в 2 часа люди бухают. И, судя по машинам, тут какие-то известные большие шишки, наверное. Ну, нормальные пацаны, поговорили. Я не стал снимать, с уважением, все. Ну, вот в краткости. Бухать с ними тоже не буду. За рулем и не пил. Сейчас были замечательные серпантины, вошел в зону, просто в зен. Дорога идеальная, но, правда, не всегда бывает такое. Ну, тут мы как-то выскочили. Погода холодеет, но потому что мы в горах. Поэтому мы сейчас оделись. Вот Вовка остановился тоже одеться. Немножко дождик покапал там. Ну, сейчас солнце вышло. То есть вот так, колеблется где-то. Погода не знает, куда идти, наверх или вниз. Настроение полный такой задор.
едем еще где-то минут 30-40, и все, и уже приедем сегодня. Фу, ну сегодня у нас день через джунгли, целый день, так что впечатлений очень много. Кислорода я столько не получал, по-моему, за всю историю, так что спать буду, наверное, хорошо. До встречи. Hello. Попали на какой-то местный парк, мероприятие. Ai qua tổ chức đi luôn đi, mấy đứa có đầu tổ chức đi. Vậy đó luôn. Chú em cái vậy. Что жарит? Нужно сделать. Мы долго думали, решили все пожарить. Когда голодные, лучше не знаю. Все, кроме колбасы, мы взяли. Мы взяли вот это, взяли вот это, взяли вот это, мы взяли вот это. Это толма, по-моему. А, да, мы еще взяли бамбук. Это вот бамбук, а в нем внутри рис. Так что гулять-то гулять. Друзья, помните, я все хотел в палатке оставаться в Вьетнаме? Ну вот, я в палатке во Вьетнаме. Всем привет. Ну как бы палатка находится в доме. Это мелочи и нюансы, которые не важны. Вот такой у нас гламурный кемпинг. Сейчас будем показывать, пока еще светло, что внутри, что на улице, что чего как. Я не знаю как, но мы попали на марафон норвежских этих бегунов с палочками. Я столько долбоебов с палочками не видел в своей жизни. Вот как раз тут у них финишная прямая. В общем, это ржака. Так, а это мы, оказывается, опять на свадьбе оказались, и нас приглашают пойти. Я думаю, мы откажемся. Немножко выделяемся. Молодожены